Почему в интернете идет информация, что Никарагуа самая опасная страна, одна из самых опасных? Вот это я не знаю, потому что я тебе могу сказать, в всей Центральной Америке Никарагуа самая безопасная страна. Здесь можно ходить ночью, и с тобой ничего не будет. Попробуй это сделать в Гондурасе или в Гватемале. Никак. Нет такой преступности, потому что ты заметил, у нас полиция стоит на каждом шагу. Там кого-то ограбить, убежать нереально. Они потом останавливают и задают полдня вопросы. Нереально. Как ты здесь оказался? Да, нереально. И даже вот ты ходишь по улице, вдруг заблудился, ты можешь к ним подойти и сказать, как я могу добраться. Они тебя даже подвезут, если что. Посадить тебя на мотоцикл. Не в участок? Нет. Подвезут? Нет. Всем привет, это Никарагуа. Мы встретились с Индирой. Сегодня она расскажет, как здесь она оказалась. Поехали. Индира, расскажи, пожалуйста, почему Никарагуа и как ты здесь оказалась? Ну, первая причина, конечно, была слишком молодая, знаешь, романтика, авантюра. Я влюбилась и вышла замуж за никарагуанца и приехала сюда в 91 году. Вот, и до сих пор здесь живу. И до сих пор ты здесь живешь. Тяжело было вообще адаптироваться, когда сюда приехала? Ты знаешь, в 91 году как раз были перевыборы, и началось новое правительство, и после того, как у них были санкции, ты знаешь, у них ничего не было в 80-х годах, и в 91-м у них потихоньку начали привозить продукты и все такое, но, конечно, был уровень бедности был на таком уровне, что я была в ужасе, конечно, после Советского Союза, и приехать и увидеть дома, которые сделаны из пластика черного или из этих вот железных листов. И я была в шоке, вот, честное слово. И самое первое, вот у меня ассоциация со странами — это по запаху. Я не знаю почему, но вот запах для меня вот самое первое. Когда я спустилась с трапа самолета, вот этот запах тропический, он меня так ударил, конечно, сильно, и я так ехала, и ты не представляешь, если ты сейчас видишь город, он еще цивильный, в 91 году это было вообще... Деревня такая большая? Большая деревня. Вот мы выезжаем из аэропорта, и я смотрю, мы останавливаемся на светофоре, и там продаются овощи, фрукты, коровы ходят, там все кричат, потому что у нас там окна были спущены, все кричат, кто-то засовывается в окно, и я так, что такое? Я говорю, когда город, я говорю, ну это какое-то село вокруг аэропорта, как у нас обычно, но вокруг аэропорта маленькое поселение, и там вот люди что-то там продают. А вот нет, город начался, я такая, как город? Он говорит, да, город. И мы едем, я говорю, а где здание? Такая, у нас нету зданий. Я говорю, как нету зданий? Нету зданий. Вот в 1972 году было землетрясение, говорит, все здания повалило, и, короче, после этого никто не строит высотки. И мы когда доехали, говорю, слушай, там самолет еще стоит, может, я еще успею обратно вернуться. Он говорит, нет, не переживай, все будет хорошо. И это, конечно, было очень тяжело. Еда. Я не могла привыкнуть до сих пор, я не могла, не ем фасоль, вот это вот их рис фасоль до сих пор никак не проходит. Но потом, когда уже узнаешь людей, как-то люди очень открытые, они очень добрые, они все время стараются помочь. Все время, когда вот я ездила когда на работу, я терялась постоянно где-нибудь, пропустила свою остановку, все потерялась. А я вот спрашивала, как добраться. Иногда вот один раз я уехала, и что-то я потерялась, и у меня самой не было денег, мне кто-то заплатил за билет, сказали шоферу, вручили, вот скажите ей, когда надо будет, чтобы спускаться с автобуса. И вот так вот была очень... я очень удивлена, что люди очень душевные в этом смысле. И то, что вот они себя... Постоянно я им доказывала, говорю, откуда? Из Китая. Я такая, не из Китая, я из Киргизии. Они такие, это где? И вот я постоянно занималась ликбезом.
Я просвещала, вот есть Киргизия, вот у нас там еще республики есть, помимо этого они такие, ну да, китаянка. Вот. Но сейчас с глобализацией все встречается меньше людей, которые удивляются, когда я им говорю, я из Киргизии, они такие, о, говорит, вы рядом с Казахстаном, я говорю, как приятно, что вот люди уже знают, уже не надо объяснять никому ничего. Вот молодежь уже более такая продвинутая. Но в 90-е годы, конечно, было тяжело. Наверное, думаю, 90-е годы были как годы у нас во время перестройки здесь. Тяжело было работу найти здесь? Да, тяжело, потому что, во-первых, язык. У меня вообще не было испанского вообще. Я его выучила здесь уже на месте. Я работала в банке, и то, что в банк меня... Не просто я отнесла свое резюме, меня взяли. Нет, там через кого-то сделали одолжение, меня взяли в банк работать. Какую должность? Я работала клерком по проверке данных. Когда вот кредитную карточку оформляют, мне нужно было вот сидеть, проверять данные, обзванивать, правда ли он там работает, все такое. Конечно, у людей был шок, звонит какая-то девочка по телефону, потому что у меня голос по телефону вообще как детский, и с каким-то иностранным акцентом вдруг начинает расспрашивать про чувака, и такие, а вы откуда? Из банка. Они такие, какого банка? Мы сейчас перезвоним в банк, спросим, правда ли вы работаете. И такое было. Ничего, конечно. Было смешно. И такие анекдоты были интересные. Легализоваться тогда, в те года, надо было, чтобы устроиться на работу? Конечно. Здесь как по приезду ты должна была оформить свою резиденцию, как иностранец. Так как я была жена военного, то есть у меня проблем не было вообще. Мне быстро оформили все документы, без закавычек. Вы рассматриваете возможность переезда в страны Латинской Америки и не знаете, какую из них выбрать? Наш канал создан специально для вас. Мы предлагаем актуальную информацию о переездах и жизни за границей, а также полезные советы от русскоговорящих жителей разных стран. Подписавшись на наш канал, вы всегда будете в курсе последних новостей и сможете получить ответы на все интересующие вопросы. Пожалуйста, оставляйте ваши вопросы в комментариях. Мы с радостью ответим на них или зададим их нашему следующему гостю. Ваши комментарии помогут нам улучшить наш контент, сделав его еще более полезным и интересным. Мы очень ценим вашу поддержку, будь то распространение наших видео среди друзей или донаты. Ваша помощь позволяет нам продолжать путешествовать и делиться актуальной информацией о жизни за границей. Узнать больше о том, как поддержать наш проект, вы можете по ссылкам в описании. Спасибо, что остаетесь с нами. Сравнивая те года и сегодняшние, насколько кухня поменялась или осталась такой же? Кухня очень разнообразилась, потому что, как я тебе говорю, глобализация, очень много иностранцев поприезжало, там открылись рестораны у людей, открылся кругозор, намного больше. Даже вот люди из бедных семей, они уже знают, что там паста, пицца, там гамбургеры. То есть они уже как-то разнообразили. Это не только вот рис, фасоль. Конечно, рис, фасоль, может быть, где-нибудь там в деревнях, в горах они там готовят, но которые городские, они такие продвинутые уже. Но сюда в каких годах зашли вот иностранные компании, что позволило вот этим сетевым компаниям, как пицца, Ria, кафе открыться? В 90-х, вот 90-х. когда, вот, если в 91 году, когда я приехала, здесь было в Манагуа только одна пиццерия, уже к 2000-му, то есть за 10 лет было очень много уже ресторанов, уже много было вот сетевых магазинов, кафешек, вот. То есть правительство лояльно относится вот к иностранным компаниям на их территории? Они даже их приветствуют, потому что все-таки разнообразие для народа. А есть, где они ограничивают, какие-то компании не допускают? Нет, нет. Нет ограничений? Ну, потому что я насколько Starbucks я знаю, не видел, к примеру. Starbucks просто-напросто оно сюда не зайдет. Потому что здесь очень много своих собственных сетевых
кафешек, как Casa de Café, Las Flores, и они стараются продвигать все-таки больше национальные, чем иностранные. Но если ты видишь, здесь Макдональдс есть, Бургер Кинг есть, Пицца Хат тоже, все иностранные компании. Иностранцу, приехавшему сюда на сегодняшний день, вообще тяжело на работу устроиться? Или надо по приглашению? Ну, в зависимости от специальности. И обычные иностранцы, которые переезжают сюда, они не приезжают искать работу здесь. И если они сюда приезжают, они уже приезжают с предложением. Или же иностранцы, которые решили открыть свой собственный бизнес и хотят вложиться сюда, потому что Никарагуа по сравнению со всей Центральной Америки, по статистике здесь на 30% дешевле рабочая сила, цены и купить недвижимость тоже. Намного дешевле, чем в других странах. Международные компании, офисы здесь какие-то имеют? Например? Крупные. Ну, не знаю, вот, допустим, в Коста-Рике имеют там международные компании, Microsoft имеет офис, Nvidia имеет офис. Здесь есть какие-то крупные компании, которые имеют офис? Нет. Я тебе объясню почему. Потому что, скажем, Microsoft, если ты знаешь, Коста-Рика, она ориентирована больше, у них есть промышленность на электронику, на технологию. Никарагуа, она не ориентирована на это. Поэтому, по-моему, крупным компаниям здесь не имеет резона открываться что-то. На что ориентирована Никарагуа? Никарагуа, она агроиндустриальная страна. Здесь больше сельскохозяйства. И что они экспортируют? Здесь раньше на первом месте было золото, на втором месте было мясо и на третьем кофе. Сейчас, наверное, немножко поменялось. Сейчас, наверное, кофе на первом месте, на втором месте мясо. Вот. Плюс фасоль, фрукты, овощи. Это по странам Латинской Америки экспорт или в другие страны тоже? Другие страны. Обычно здесь статистика ведется экспортирование в США и в Европу. Много вообще никарагуанцев убегают из страны? Ну, то есть им не нравится страна, либо есть маленькая зарплата, ищут что-то новое? Иммиграция из Никарагуа всегда была текучка. То есть раньше они ездили на заработки в Коста-Рику. Сейчас они уезжают в США на заработки. И в США есть программа, называется «Пароли». И можно легально поехать на 2 года, поработать и потом вернуться. Они сейчас уезжают очень много в США. Но это связано только с заработной платой или мне нравится правительство, политика? Большинство с заработной платой. И потому что если он здесь зарабатывает в месяц $500, а там может зарабатывать 2000, это большая разница. Или зарабатывал $100-200. Это обычно люди, которые живут в сельской местности, ну и даже люди с высшим образованием, если они могут поехать в США и заработать там деньги, намного лучше поехать туда. Но они так считают, что заработают деньги, потом вернутся и могут что-то здесь открыть, какой-то маленький бизнес, или купить там дом, или еще что-то, или прислать своей семье. Почему в интернете идет информация, что Никарагуа самая опасная страна, одна из самых опасных? Вот это я не знаю, потому что я тебе могу сказать, в всей Центральной Америке Никарагуа самая безопасная страна. Здесь можно ходить ночью, и с тобой ничего не будет. Попробуй это сделать в Гондурасе или в Гватемале. Никак. То есть это дезинформация? Это дезинформация, реально. А для чего это сделано? Ну, не знаю, наверное, чтобы туристов отпугивать. А правительство само Никарагуа, оно гостеприимно к туристам или оно все-таки ограничивает, выборочно кого-то принимает, кого-то нет? Нет, всех принимают без проблем. А почему такое тогда жесткая проверка на границах происходит, чем в других странах Латинской Америки? Потому что, если ты знаешь, Никарагуа — это трамплин для наркотрафика. И очень много туристов хотели провозить с собой какие-то там вещества, которые не положены. И поэтому ужесточилось. И это не потому, что вот вдруг она проснулась и решила, сейчас мы будем так делать. Нет.
Это были какие-то случаи, и поэтому так решили ужесточить контроль на границе. То есть это связано чисто с наркотическими веществами? Может быть, может еще какая-то причина, не могу тебе сказать точно, но должно быть. Какая диаспора на сегодняшний день Никарагуа русскоговорящих? Сколько здесь вообще живет? По статистике посольства здесь живут около 500 человек. По всей стране? По всей стране, да. Но нас, вот, которых я вот лично знаю, то есть мы вот общаемся, наверное, человек 100. А остальные — это уже новый приток людей, которые вот, приехали сюда и здесь живут. И иногда они стараются держаться в сторонке. Мы иногда встречаемся, когда вот, едешь на пляж или что-то там в кафешке, там смотришь, ты русский? Да, мы приехали, так это, давайте вас там в группу. Нет, мы не хотим. Ну ладно, жалко. То есть, когда русскую речь здесь сами слышите, то приятно услышать эту речь, да? Для меня, да, потому что вот, как же... Корни. Нет, кто-то новый приехал, мы же хотим, то есть это не потому, чтобы там завлечь нашу группу, а вдруг ему помощь нужна какая-то, вдруг там мы же, кто здесь давно живет, мы же все знаем, что нужно сделать правильно, чтобы у тебя не было проблем, или вдруг там, не знаю. Ты же знаешь, как в другую страну приезжаешь, и ты думаешь, хороший врач, хороший педиатр, кому можно пойти там, чтобы на прием, чтобы тебя хорошо приняли, потому что все-таки иметь такую базу данных — это очень важно. Механика. Нужен механик. Даже механика, или даже, где можно хорошее мясо купить? Мы там уже покупали, ты можешь купить там. Типа такого. Если мы столкнулись с медициной сейчас, насколько качественна здесь медицина? Я тебе могу сказать, что медицина здесь еще качественная, потому что все-таки люди здесь, как так, страна маленькая, и для них профессиональная гордость очень ценится высоко, и они все-таки тебя лечат от души. Я не знаю, как в государственных больницах, но вот врачи частные, они прям вот от души. Но они обучаются только здесь, или они еще какие-то дополнительные курсы за границей проходят? Хорошие врачи, да, постоянно, у них специализации то в Мексике, или в Испании, или в США, то есть они везде все время обучаются. Все время повышение квалификации, они стараются быть. Здесь постоянно, вот я иногда смотрю, конгрессы медицинские организовываются. Ты знаешь, в Фейсбуке, знакомый врач, ты на него подписан, да я на таком как конгрессе, там, молодец. А как здесь сильно развита частная скорая помощь? Очень хорошо развита. У нас один из самых больших госпиталей, это Vivian Palace, что-то частный. Есть госпиталь Баутиста, тоже частный, военный госпиталь у них есть и для военных, а другая есть частная. Так что можно им позвонить, они к тебе приедут, и они тебя примут, и без проблем. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании Росмедицина, вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи в России и странах Латинской Америки. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известным своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Вы можете обратиться в страховую компанию и сообщить о желании получить медицинскую помощь в компании Росмедицина, согласно вашей страховой программе. При нескольких таких обращениях застрахованных ваша страховая компания заключит договор с нашей клиникой, чтобы вы могли напрямую обращаться в Росмедицина и ничего не доплачивать. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию Росмедицина. Первое. Лицензированная международная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Возможность встречи и проводов пациентов в аэропорту на автомобиле скорой помощи.
Третье. Предоставление медицинского самолета для транспортировки больных туристов на родину. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги, специализирующиеся на реконструктивных операциях. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов и компенсации расходов на лечение. Если вы нуждаетесь в экстренной медицинской помощи, доверьтесь компании Росмедицина. Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в вашем лечении. Подробная информация в описании под этим видео. Были ли по памяти такие истории, случаи, именно связанные с медициной, где не очень качественно оказали медицинскую помощь, либо неправильно там что-то сделали, какой-то диагноз, возможно, некорректно поставили? Да, и когда... Я думаю, что во всех больницах есть такие случаи, что неправильно ставят диагноз, потому что болезнь может быть какая-то, с которой они не сталкивались. Вот и все, и у них получается. Начинают проверять. Может вот это, может вот это, может вот это. Бывает, конечно. Здесь вообще по рождению ребенок получает гражданство? Да, если ребенок родился здесь, он получает гражданство. А родители? Родители они потом могут оформить, то есть автоматически не оформляется. Не получают автоматически. А через сколько лет они получают ПМЖ? На ПМЖ они сначала им дают разрешение на вид жительства на год, а потом каждый год это переоформляется, и, по-моему, через 5 лет тебе уже дают на 5 лет. А потом ты можешь уже подать на гражданство. Насколько развиты роды в Никарагуа? Есть желающие, которые сюда приезжают, чтобы родить и получить гражданство для ребенка? Нет, не сталкиваюсь. Не развито? Ни разу, да, нет. Какие все-таки минусы в Никарагуа имеются? Минусы в смысле... Минусы проживания, да, то, что столько лет уже здесь живете. По-любому есть то, что триггерит как-то и раздражает. Единственное, что меня раздражает сильно, что люди бросают мусор на улице, никак. И учат, никак. Грязное. Мусор на улице, да. Раздражает сильно. А компании есть мусорные, которые убирают? Конечно. Мэрия постоянно убирает, но люди как-то, я не знаю, умудряются сорить так быстро, что... Быстрее, чем они убирают. Да, и люди... Были компании, они там все это убирали, они все как-то никак. Я думаю, что новое поколение, дети... Скажем, наши дети, когда у них будут дети, то есть это поколение уже как-то будет более чище. Но еще взрослое поколение как-то у них это, не знаю, может, черта национальная такая, но не могу понять, в чем проблема. Ладно с мусором, а почему на улицах дороги, ямы, как-то все вот так? Дороги, ямы, это сезон дождей, это обычное явление, потому что здесь дожди идут не как в России, здесь идут ливни, и это все выбивает. И поэтому ямы появляются. В Коста-Рике тоже идут дожди. Там дороги в центре, допустим, они получше. То есть я про центр. То есть если едешь, когда по шоссе, с границы Коста-Рики, все хорошая дорога, а именно в центре города Манагуа как-то так все. Сейчас же идет стройка, они всю инфраструктуру городскую перестраивают, то есть идет частями. Ты заметь, которые части, которые уже перестроили, там дороги классные, и сейчас идут, сейчас центр Манагуа, они идут снаружи вовнутрь, сейчас все отстраивается снаружи, и потом идет вовнутрь, чтобы все это перестраивать. Я думаю, что через пару лет это все опять будет здесь перерыто, все сделано, и опять будет что-то делаться. Потому что где я живу, это где-то 10 минут от центра, там сейчас стройка идет. И она должна закончиться месяцев через 9, потому что это грандиозная стройка в сторону аэропорта, это все перекрыто, надо в обход ездить, это кошмар. Но этот центр будет перестраиваться. То есть по планам там висит большой график, через сколько времени будут перестраивать каждую часть. Какие еще минусы, кроме мусора? Еще 2.
Еще 2. Ну, я не знаю, наверное, Дима, я уже так давно здесь живу, я уже как-то на это не обращаю внимания. Но все хватает в плане там вещей, техники, Всё автомобилей. Все есть. То есть нет какого-то ограничения, что что-то не поставляют сюда? Да нет, все есть. Есть и техника, и автомобили. Были бы деньги, как говорится. А по поводу денег, сколько средняя заработная плата здесь, в Никарагуа? Среднезаработная есть, ты имеешь в виду Ну, как рабочий да. класс или... И потом Ну, берем, да, предприниматели, понятно, там другая история, я про рабочий класс. В зависимости от отрасли. В какой отрасли ты работаешь. Потому что есть в отрасли сельскохозяйства, там по законодательству есть таблица среднего заработка, что должен рабочий зарабатывать. Там, кто работает в рыболовной индустрии, столько-то промышленности, кто в легкой промышленности, столько-то, кто в сельскохозяйственной. Вот, у них там таблица есть, я тебе могу только сказать, что вот в легкой промышленности, где я работаю, там средняя заработная зарплата есть $280 В месяц. в месяц. Это с каким графиком? Они работают с 7 до 4 и с понедельника до пятницы. Но это у них средний заработок. Плюс еще у них сверхурочные, плюс еще им платят за продуктивность. То есть они же там шьют, то есть сколько там, какая-то там минимальная, чтобы заработать свою зарплату. И плюс еще, если ты уже прошел этот минимальный, там уже начисляется по-другому. Поэтому здесь я могу сказать, они зарабатывают это $500, $600. Окей. Вы сказали, что там, где я работаю. А где работаете? А я представитель американской компании здесь, на Центральную Америку. Мы продаем сырье для фабрик, которые здесь шьют. Здесь находится просто производство? Нет, мы продаем фабрикам, а здесь много фабрик, которые шьют на разные бренды. К примеру, какие бренды? Ну, Gap, Old Navy, Calvin Klein, Target, Walmart, Kmart уже не шьет здесь. Кто еще здесь? То есть давно, да, Или- здесь уже фабрики существуют? Есть здесь фабрики, называется свободная коммерческая зона, зона Франкос. Вот там они фабрики находятся. А вы им что предоставляете этим фабрикам? Сырье. А, сырье. Мы им продаем сырье. И американцы, ну я так понимаю, что это американские компании, они давно вообще зашли в Никарагуа с этими фабриками? Да, как только фабрики открылись, так они с ними начали продавать. А персонал весь никарагуанцы Где? на этих фабриках? Да. То есть они по факту предоставляют рабочие места? Ты имеешь в виду моя компания? Нет, я имею в виду вообще вот фабрики. Да, они предоставляют очень много рабочих мест. То есть если бы их по факту не было, то людям тоже бы негде было работать. Ну да, где-то человек, я скажу, раньше на фабриках работало около 50 тысяч человек. Но некоторые фабрики закрылись, потому что уже закончился период льготных экспортирования в США. Раньше был этот договор между США и всеми 5 странами, что ты мог отправлять им продукцию 1:1, то есть 1 метр американской ткани и 1 метр ткани из любой страны. Ты же знаешь, из Китая можно было привозить ткани на дешевые, то есть это как-то компенсировалось. И это был договор на 10 лет. Когда эти 10 лет закончилось, китайские фабрики, которые здесь были, они уехали. Закрыли свои предприятия, уехали в Бангладеш, или во Вьетнам, или в Камбоджу. Потому что здесь, в Никарагуа, американские компании всегда требовали какие-то минимальные условия труда, чтобы они работали, чтобы они их не перерабатывали,
чтобы им выплачивались все компенсации, чтобы у них рабочие места были хорошо освещены, проветрены, и что им давали отдыхать каждые 3 часа, ну, типа такого. Ну, и это проверялось очень строго. Скажем, такими брендами, как Levi's. То есть это для них они прям отправляли туда аудиторов, и они вот прям смотрели, что все это придерживалось. Когда уже эти льготы закончились, они уехали в Камбоджу. То есть даже продукцию от Levi's они отправили это в Бангладеш, на что мы очень смеялись и говорили, да, здесь они требовали, я не думаю, что в Бангладеше будут выполнять те же самые условия, что и здесь, или в Гаити. А здесь они прямо стояли над людьми. Вот. Как это закончилось, очень много фабрик уехало, но американские фабрики, которые постоянно использовали американскую ткань, они здесь остались. Вот. Пока китайцы не открыли свою фабрику по тканям, тоже здесь построили прям большой комплекс. Никарагуа. Почему? Им не хватает в Китае фабрик? Ну, представь, в Китае фабрика, во-первых, если ткань делается в Никарагуа, то она попадает под льготы тоже. А если из Китая, они должны платить налог. Номер 1. Номер 2. Транзит с Китая до Никарагуа 30 дней. При хорошей погоде, если там какие-то задержки, 45. А когда они могут здесь произвести и сразу же сдать фабрики, и даже если они не могут изготовить всю ткань, которую им нужно, они могут по частям. То есть очень удобно. Хотите узнать больше о моем движении, о том, с кем я встречаюсь или в какой стране нахожусь? Подписывайтесь и задавайте свои вопросы в нашем телеграм-канале Кажан17. И я постараюсь учесть их на следующей съемке подкаста. Буду рад видеть вас в наших каналах, ссылки на которые есть в описании. Жду ваших подписок и комментариев. Никаруганцы вообще какой религии придерживаются? Они католики, большинство. Большинство католики, они очень религиозные. Здесь праздники прям. А православная церковь здесь есть? Есть маленькая церковь православная в Буаку. Там русский Не священник? Буаку, в Матагальпе нет никарагуанец. Никаруганец. Угу. Говорит по-русски, нет? Нет, вообще не говорит по-русски. Только по-испански. То есть это автономная церковь, да? Нет, почему? В Панаме вот этот отец Антоний приезжает к ним, и вот они с ним общаются. То есть это от русской православной общины? Да, но, как сказать, но так как они никарагуанцы, но все равно православная церковь — это православная церковь, независимо от языка. То есть у них вот их Библия на испанском, православной церкви, они там. А как сами никарагуанцы относятся к эмигрантам, которые сюда приезжают и остаются жить? Очень хорошо. Очень хорошо, они очень открытые. Они, никарагуанцы, очень любопытные, они всегда любят задавать вопросы, откуда, почему, и вот так вот. Вот тут даже в отель заезжаешь, я уже не первый раз вижу, он так наглядно, охранник смотрит, что я выношу, что я заношу, прям так внимательно. Они очень любопытны в этом смысле, то есть им интересно, не потому что они, это, и у них какая-то вот... Типа я преступник, я думаю, да, что я какой-то преступником считает меня. Нет, просто это обычное никарагуанское любопытство, то есть они очень-очень любопытные, если они могут тебе задавать вопросы, они закидают тебя вопросами, потому что им интересно. То есть всегда стараться сюда редко попадает, и очень интересно, как ты сюда попал, да? Да. А что ты здесь делаешь? А почему? И у меня вопрос всегда, когда вот, мне всегда было смешно, он говорит, а почему вы работаете? Я, как, почему работать надо? Жизнь. Да, мне надо работать. Вы же богатые. Я говорю, богатые откуда? По вам же видно, что вы богатые. Вам не надо работать. Мне надо работать, потому что это ваш каприз. Я такая, да. Капризная женщина. Почему в Никарагуа очень внимательно полиция осматривает документы и запрещены дроны? И если ты помнишь, в 2018 году здесь была вот эта вот бархатная революция, попытки. Был этот же президент. Да. Вот. И очень много было провокаций со стороны, скажем, журналистов, которые,
как тебе сказать, поджигали вот именно людей, которые вместо того, чтобы успокаивать, они наоборот их поджигали. Вот это вот было очень неприятно. И большинство, кто оказалось, было иностранцы. Журналисты были местные или иностранные? Иностранные. Даже не журналисты, под видом журналистов, вот они просто приезжали и начинали поджигать. И как ты знаешь, когда здесь есть поговорка, как por los pecadores pagan los justos, то есть все попали под одну гребенку, то есть они просто-напросто запретили все. Право, неправо, но так получилось. Ну, сами они запускают. Ну, сами-то, да. Вчера прям по радио видел, жик пролетает сверху. Да-да-да, со стороны государства можно, а частным нельзя. Но это опять получается, можно только избранным. Ну, не могу комментировать. Окей. Какие бы рекомендации дали людям, которые хотят вообще посетить Никарагуа? Стоит бояться эту страну или как? В принципе, здесь во время туристических сезонов очень много иностранцев. Прям можно видеть, автобусами приезжают, и нормально, без никаких проблем. То есть, Кражи, преступность? почти нет ни кражи, ни преступности, если ты только попадешь в какой-нибудь там район, который, да, неблагоприятный, конечно, тебя ограбят. А так ходить по улицам, по центральным нет никаких проблем. Ты на Сан-Хуан-дель-Сур был и видел спокойно, в Гранаде тоже спокойно. Ну, это туристические зоны. Вот в Манаго, допустим, главная улица, это только вот где вот этот дом, Почему? Вечный огонь. Нет, почему? Там вот в районе метроцентра ты можешь пешком ходить спокойно, все вот эти вот коммерческие центры вокруг. Нет такой преступности, потому что, ты заметил, у нас полиция стоит на каждом шагу. Там кого-то ограбить и убежать нереально. Они потом останавливают и задают полдня вопросов. Нереально. Как ты здесь оказался? Да, нереально. И даже вот ты ходишь по улице, вдруг заблудился, ты можешь к ним подойти и сказать, как я могу добраться. Они тебя даже подвезут, если что. Посадить тебя на мотоцикл. Не в участок? Нет. Подвезут. Нет. То есть Никарагуа бояться не стоит? Нет, не стоит бояться. То есть приехать отдохнуть спокойно. Здесь есть пляжи, которые вот именно для серферов, это считается рай для них. Вот Пляя Мадейрас, Попою. Они прям находятся на одном побережье, они вот друг за другом идут. И вот эти пляжи есть, место называется Пляя Редонда, Коста Эсмеральда, Пляя Редонда. Это не доезжая до Сан-Хуан-дель-Сур. Ты поворачиваешь и едешь самое туда, на берег. Вот. И там вот эти вот все пляжи, вот Плая Редонда, у них белый песок. Следующий Плая Гиганта, у них такой желтенький песок. Есть Плая Мария, там желтый именно песок. Так что думайте, решайте, если хотите посетить новую страну, Никарагуа вас приветствует. Если вы не получили ответов на свои вопросы, не расстраивайтесь. Оставляйте в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Мы обсуждаем опросы подписчиков в новых подкастах с жителями Латинской Америки. Жду ваших комментариев, дорогие подписчики.